Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардюа. Итак, сегодня, если что, у нас будет АСМР-контент, потому что я после смены уснул, и сейчас у меня на часах 2 часа ночи. Я, скажем так, проснулся в глубочайшем шоке, потому что с 8 вечера я проспал, ну, по сути, до скольки? До, наверное, ну, до часу 30, короче, ночь. Потом пришлось быстренько идти в душ, приводить себя в порядок. Как видите, я сегодня побрит, красив, просто, ну, вылежу, ну, сок, согласитесь. Я как хорошее вино. С каждым годом все лучше. Короче, ребят, напоминаю, мне нужна ваша поддержка. Осталось 450 человек до 3000 подписчиков, поэтому с вас лайк, комментарий, подписка. Ну и на Телеграм тоже подпишитесь. Ну и напомню, что я создал второй канал, где я выкладываю ролики чисто без комментирования, без ничего, потому что у меня бывают такие дни, где я могу поиграть, но, к сожалению, не на запись. Поэтому там у меня ролики без комментирования, там тоже такие потные интересные катки попадаются, поэтому кому это интересно, то, соответственно, переходите и на второй канал. Ссылочки, соответственно, будут закреплены в комментариях. Ну и хочу сказать следующее, что тот канал я, скорее всего, буду развивать. Развивать в плане, в каком плане? Когда у меня появится больше времени, я буду, скорее всего, делать как смешные нарезки. То есть там по 10-15 минут ролики будут такие быстрые, ну и там со всякими вставками интересными. Ну, хотя я хочу так попробовать, но посмотрим, как оно получится. Вот. Что я хочу от сегодняшней игры? На самом деле, я не знаю, что я хочу от сегодняшней игры. Я просто хочу кайфануть по полной программе, а вот получится или нет, черт его знает. Хочется, на самом деле, попробовать горного вождя. Вот, я тут сейчас цветку, если что, туда-сюда перекидываю, потому что думаю о том, что, ну, может быть, она мне пригодится, а может быть и нет. И выйти ли бы мне в хорошую экономику, или не выходить мне в хорошую экономику. Поэтому я сейчас вот ее продал и решил, соответственно, выйти в хорошую экономику. Но на самом деле, типа, у меня клевер упал. Ну, можно было бы, конечно, ее оставить. Может, знаете, панду поставлю, в клевер в нее засуну, в эту панду. И дай бог, что... Ну, пойдет что-то приятненькое, да. Я думаю, вы прекрасно поняли, что приятненькое бы мне хотелось увидеть, да, в этой игре. Какую-то очень интересную легендарку. Не я такой один скилловый, да, там убийца Горн в 2 звезды. Угу, с Марси. Неприятненько. Короче, хочу горного вождя. Хочу его протестировать. Его там апнули, он теперь намного плотнее. Я посмотрел скрины в своем телеграм-канале о том, что типа вот он там, ну реально машина просто. Много хп, много урона с руки. Там у него, ну просто космос. Хочется попробовать. Вот серьезно, хочется, поэтому постараюсь его записать. У меня даже есть примерная сборка, которую я хочу сделать под горного вождя. Это получается 4 бога плюс 4 полуорка. Даже можно не 4 бога, а можно 2 будет полубога. Ну, а там посмотрим. Вот. Это пока что мой изначальный план. Как я хочу играть? Ну, на самом деле я хочу играть следующим образом. Я хочу играть через воинов. Ну, что-то сомнительно, короче, пока что. Через воинов буду играть или нет. Хочется поставить, конечно, бога, но... Не хочу пока что ставить. Опа, 2 убийцы горны. Понял. Если Новоранева в 3 звезды соберет, у меня вообще вопросы отпадут все, причем моментально. Вот. Что-то еще у меня такое важное для вас было. Что-то такое, короче, не лишнее. Скоро. У меня закончится вот этот вот хит-парад нон-стоп смен. Как он закончится, то, соответственно, я буду проводить стримы в прошлом режиме. Ну, конечно, соответственно, там с некими корректировками по времени, по той лишь причине, что у меня, ну, свет же выключают все дела, и мне может просто зарядной станции не хватить на стрим. Ну, в общем, короче, вы меня поняли. На самом деле, я немножко провтыкал зарядной станции. Надо было немного другую взять на 2 киловатта. Просто для работы для компа мне ее было намного больше. Точнее, намного лучше бы она была. Но ладно, что уже сделано, то сделано. Я на самом деле этому очень доволен. Хотя, подожди, нет, по-моему, я не провтыкал. По-моему, ее не было тогда в наличии. Она появилась через месяц с чем-то, а мне уже как бы критически необходимо было то, что надо и работать, и контент записывать. Ну, короче, по-моему, ее просто не было в наличии. Но там разница всего лишь сколько? 6000 была на тот момент. И лучше бы я на самом деле ту заказал. Ну, короче, не суть-то важно. Не суть-то важно, лучше бы ее просто заказал и все. Намного бы дольше мне хватало на все мои потребности, намного бы лучше было бы в плане по времени. То есть я вообще бы не парился от слова совсем. Ну, короче, вы меня поняли.
Ну, немножко провтыкал, ну, бывает. Бывает, жизнь учит, так сказать. В будущем все-таки планирую взять ее. Ну, в будущем. Ну, посмотрим. Может, я по-другому сделаю. Есть у меня пару вариантов, которые по цене, по соотношению цены качества. Короче, все, я вас уже тут загрузил. В общем, тут есть Леший, есть Хан, есть Горный Вождь, есть Импреска. Вот то, о чем я говорил, что мне бы хотелось, наверное, поставить все-таки цветку маленькую, чтобы эта маленькая цветочка мне принесла импреску. Но на самом деле особо... Ну, короче, забейте. Не буду это делать. На самом деле здесь эта игра почти идеальная под полуорков. Почти идеальная. Почти. Я, кстати, если что, взял Шамана Лавы, потому что мне нужны герои, которые кастуют свои способности. Иначе у меня Огр в 2 звезды себя не раскрывает. Он у меня как получается кусок мяса, который, ну, ничего не делает, по сути. А так у меня хотя бы будет Шаман Лавы, а если Шаман Лавы еще и в 2 звезды придет, то там прям много импакта будет. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы мне какой-то Тинкер пришел. Но, в принципе, и Шаман Лавы тоже пойдет, потому что все-таки чистый урон, огромная область, минимальная КД. Все. Мне еще, знаете, что нравится? Это то, что апнули Марса. То, что мы сделали, что он теперь раз в 8 секунд кастует свой щит. Это прям топчик. Поэтому, ребят, если есть возможность, собирайте Марса в 2 звезды. Поверьте, он много чем вам поможет. Вот серьезно. Вот. Вот. А ну-ка, кстати, хвастайтесь. Кто уже нарядил елку? Все-таки ну, полмесяца прошло. Ну, почти полмесяца. Ладно, почти полмесяца прошло. Кто уже нарядил елку? Давайте, хвастайтесь. И в Телеграме жду фоточки, соответственно, ваших елочек и тому подобное. Давайте. Мне интересно. Вот. Почему, кстати, я говорю, что почти идеальная игра? Ну, тут, конечно, еще 5 легендарных фигур не раскрыто. Посмотрим. Раскроется. Если дух пятерка будет, то, возможно, это будут идеальные полуорки, плюс, соответственно, горный вождь, плюс, соответственно, еще и дух пятерка сверху дамажить будет. В общем, посмотрим. По поводу Марса. Ему сделали минимальный КД. И на самом деле это такой мощный герой стал теперь. Типа сейчас он намного профитнее, чем был раньше. Причем это такой кусок мяса, который просто может очень много впитать и очень много когда может зарешать. Очень много. Типа у меня в 1 звезду он нанес 1000 урона. Вот на мгновение подумай. 1000 урона нанес. Сильно? Я считаю, да. Блин, мне пришел Фурион. Мне бы хотелось, конечно, его взять 2 звезды, но... Забейте. Орков поставлю. На самом деле, блин, у меня такой срач на столе творится. Пока что как-то так сделаю. Там посмотрим. Жреца на всякий случай возьму. Может пригодиться, если меня прям сильно будет выносить. Но пока что меня вроде не сильно выносят. Мне вообще уровень нужен уже. На самом деле, у меня из-за того, что я много хлама покупал, я плохо вышел в экономику. Надо было бы намного раньше выйти. Ну ладно, до 10-го я вышел в свои 40 монет. В принципе, прекрасно. Правильно? Правильно. Тикс. Ну, тут меня вынесли. Тут потому что 2 убийцы горные. Хотя, на самом деле, был бы у меня рок войны. Хотя у меня и так предметы хорошие. Но был бы у меня рок войны, то, я думаю, если бы орк-охотник еще и 2 звезды был, то было бы все сочно. Вот. Ребята, что это значит? Не, я скажу, что этот герой стал намного профитнее. Если я сейчас еще и Мамору выбью, и я буду делать на контент 100%, да, я любитель поделать контент, поэтому на контент, если мне падает Мамора, я просто закидываю этого Варлока в Мамору, и пусть он у меня сидит до 3 звезд. На самом деле это сейчас очень жестко, то, что мне это пришло. Вы прикиньте, сейчас Огр будет кастовать на моего Варлока, Варлок будет кастовать свои големы по одному штуке, есть шанс 50%, что еще появится големчик. И рок войны еще, боже, еще и рок войны упал. Рандомим. Супчик. Ну ладно, мне хотя бы рок войны упал. Боже, как это жестко. Я, кстати, предметы эти перекину, потому что на самом деле он такой попрофитнее персонаж будет, как по мне. Еще и... Может, шаманчика взять чуть-чуть? Все-таки солнечный шаман пришел.
Кстати, если что, я на английский язык переключил игру, потому что там есть некоторые моменты, которые я проверяю перевод. Вот. И напишите, это хоть как-то влияет на просмотр ролика и тому подобное? Я думаю, не особо влияет. Потому что я в целом озвучиваю, как бы, все то, что я делаю, всех этих героев озвучиваю. Короче, напишите просто в комменты, влияет это на вас или не влияет. Потому что мне как бы все равно. Типа, я героев знаю наизусть, я знаю, как герои, соответственно. Вот вы просто посмотрите, 4 голема. Боже, с рогом войны. Они еще... Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, это имба. У меня еще 4 орка стоит, у меня плюс 400 хп сверху. На самом деле, с таким столом плюс 400 хп сверху, это прям мощно. Хочется баф людей поставить, но на самом деле мне его и некуда ставить. Может продать этот баф людей? Наверное, я поспешил все-таки то, что солнечного шамана продал. О, понял. Вопросов не имею. Там будет убийцы плюс Кирис Ларк. Угу. Угу. А, еще в комменты напишите. У меня есть одна каточка, но, к сожалению, недавно, совсем недавно была каточка с убийцами. Выложить эту каточку или не выложить? Вот что думаете? Напишите в комменты, соответственно. Это важно, потому что если не выложить, я выложу через некоторое время. То есть, если будет несколько хотя бы комментариев о том, что, типа, выкладывать, все норм, то, соответственно, я выложу. Не, на самом деле, Варлока очень хорошо бафнули. То, что они ему сделали, то, что длительность големов стала дольше, это, во-первых. Под рогом войны они длятся 2... И 3 шамана сразу. Серьезно? Так, баф людей, гуля лесом. Может, орков поставить? Мне еще и панда упала. Я на самом деле на мгновение подумал о том, что из меня упал еще один варлок. Вы прикиньте, если бы мне сейчас еще один варлок упал, это ж просто это ж жестко было бы. Блин, ну мне надо из инкама выходить. Но я, если честно, не особо хочу из инкама выходить. Ладно, вот так вот сделаю. Так вот, не договорил за голема. Затрынделся. Короче, варлока апнули. Он суммонит одного голема, и шанс того, что заспавнится еще один голем, пока живет варлок, 50%. И это прям имбулька. Это прям жестко. Мне очень нравится. Боже, сладкий, спасибо тебе огромнейшее. Просто, ты просто чудо. Ты знай, ты просто чудо. Ты чудо. Я еще, кстати, вот так вот сейчас поставлю, чтобы у меня было 3 шамана. Чисто по приколу, почему нет? Если есть такая возможность, то почему нет? На самом деле, если бы мне вместо Эмбера упал нефритовый генерал, как было бы это просто жестко. 4 бога, там, скорее всего, будет 6 богов через Тинкера. Интересно. Там, кстати, Мамора. А давайте посмотрим сейчас Мамору. Лина. Ага, здесь будет Кириллина. Тут пока ничего. Так, у тебя что? Богиня войны. А тут ШД. Вот на самом деле есть резон закидывать ШД в Мамору. Как по мне, нету. Боже, ну вы посмотрите, как выжигает. В чем фишка Варлока? Мало кто знает. Ну, во-первых, тычки... Короче, выжигает голем нереально. Во-первых, у него много резиста. Во-вторых, у него много брони. В-третьих, он просто нормально дамажит еще и с руки. Плюс выжигание, это все. Ну, там это прям забейте. Там очень много. Плюс стан. Вот сейчас, на самом деле, Варлока прям можно брать. Кайфовый герой, очень кайфовый герой. Мне нравится, как они его переделали, потому что раньше эта легендарка, она была, ну, не очень вкусная, если честно. Сейчас эта легендарка даже, ну, если нет инвокера, то его можно брать. Потому что контроль, твои суммоны, они, во-первых, плотные, много дамажат, выжигают пассивно. Ну, прям кайф. Прям кайф, кайф, кайф. Там еще и чистый урон наносится, только я не помню от чего. По-моему, выжигание наносит чистый урон. Ну, честно, не помню. Если что, то в комментариях меня поправьте. Сейчас вот попробуем отследить этот момент, что там чистым уроном наносится. Но с рогом войны мне нравится то, что големы по 20 секунд живут. 20 секунд это прям то, что надо. Ну, вроде бы это не понятно. О, шапка, кстати. Панда пивная. Ну, я думаю, не очень нам нужна панда пивная, но мы тупо идем в уровень. Боже, насколько у меня все хорошо сейчас сложилось. Ну, скиллуха.
Вау. Есть проблема. Все эти предметы, которые есть у меня сейчас, они особо не нужны. Можно было бы взять вот эту корону, которая будет забирать вражеского суммона. Ну просто тут и суммонеров особо нету, кроме чувака на первом месте. Но имеет ли это смысл? Я думаю, это не имеет смысла вообще. Ну, ребят, раз у меня такая хорошая игра, во-первых, сейчас рандомим предмет. Да. Ладно, тебе отдадим. Шапку тебе отдадим тоже. Я на самом деле по привычке хочу закинуть шапку в солнечного шамана. Хотя я потом вспоминаю то, что он теперь находится в 3-м тире. И шапка ему нужна только тогда, когда у тебя нет у кого-то подороже. А у меня есть подороже. Вот. Раз у меня такая хорошая игра, ребят, то это 100% будет катка на контент. 100%. То есть я буду целенаправленно собирать контент-каточку. Ой, еще вы просто посмотрите, что сейчас будет. Еще и Свен перевоплотился. Да ну ты шо. Пачка големов. Свен. По кайфу, по кайфу. Так, ну можно Горн поставить еще, либо же... Ну да, можно Горн поставить. Панду убирать я не хочу. Наверное, все-таки поставим Горн. Как-никак этот Горн потянет время. Сколько сможет. 6 чернокнижников собралось с ранним алхимом 2 звезды, прикиньте. Жестко. Не то чтобы жестко, но по сути жестко. Но у меня все хорошо. И, кстати, молнии надо отдать в него. Хотя, подожди. А у Эмбера не будет больше атаки? 100 урона. Ну, да, я закину пока что в Эмбера, потому что, смотрите, он когда будет использовать свою способность, у него будет плюс 100 дополнительного урона с руки. Плюс, когда он будет летать, там вероятность то, что сработает молнией, намного выше. Вот. Кстати, еще и выдра появилась, которая усилила суммона. Боже, там забей. Ай, пивная панда. Я рассчитывал на что-то получше. Боже, как все... Не, ну, ребята, это 100% контент. Все, тут ни шагу назад, только вперед, только контент. Поэтому все, я топорно буду идти через контент. Полуорки, горный вождь, все, погнали. Я, конечно... Опа. А вот это плохо. А вот это плохо. Ну, надо палку переделывать. Не. Да не может быть. Да не может быть. Что происходит? Последние несколько дней мне прям очень хорошо идет. Похоже, бог рандома решил, думаю, сжалиться и такой: Саня, ну ты терпел, ты страдал. Вот, смотри, вот тебе предметы, вот тебе фигуры, кайфуй. Я кайфую. Кстати, все-таки не зря я в Эмбера закинул. Просто посмотрите, сколько урона у Эмбера. 4800. Молодой горячий полетал. Если бы на самом деле не Эмбер, я бы, скорее всего, откис. Просто винстрик. Как же на это жестко смотреть. Может получится в этой игре сделать 6 богов. Блин, может не поместить. Короче, посмотрим, поместится или нет. Но можно будет попробовать еще сделать сверху 6 богов. Посмотрим. Пока что план у меня есть. Я буду пытаться придерживаться этого плана. Горный вождь. 4 полуорка. 4 либо 2 бога. Лучше, конечно, 4, но посмотрим. В зависимости от надобности. Если мне будет то надо, то, соответственно, так. Если нет, то нет. Кстати, если что, я сейчас поставил всех на первую линию не просто так. Если кто-то думает, что просто так, то нет. Ну, получается просто так. Короче, я рассчитывал на то, что его убийца Горн будет прыгать мне за спину, а сзади будет стоять Горна Агр, и они будут долбиться в этот Горна Агр. Ну ладно. Пойдет. Какой кайф. Не, ну слишком жестко, ребят, слишком. Но это скилл. Это чистейший скилл, согласитесь. Чистейший. Так, у меня, кстати, есть блинк. Кому закинуть блинк? Солнечного шамана или в шамана лавы? Я думаю, Саня, думай. А может, в Расту? Раста — это, если что, тролль-шаман. Это герой из Доты. Тролль-шаман. Поэтому я закинул в тролля-шамана по той лишь причине, что он сейчас будет с дальней атакой, и он впритык к ним не прыгнет. Вот смотрите. Пэм,
Все. Он прыгал туда в уголок, спокойно. Спокойно перевоплотился в херню. Ну ладно. Ладно. Все равно забрал. Ой-ой-ой, да ты меня балуешь. Еще и Эмбер один пришел. Не, ну это жестко. Я считаю, это жестко. Короче, чё по этим? Чё по оркам? Нужны ли они мне? Хотелось бы, конечно, но я думаю их поскипать всех вот так. Все. Пусть гуляет лесом. И поставлю 2 эмберов. Дай бог, что-то еще принесет. Я в любом случае сейчас буду ставить всех на первую линию. Чтобы там за спину прыгали вражеские герои и кайфовали там. Так, ну стандартные убийцы собираются. 4 бога непонятных. Чернокнижники. Ух ты, какой зверь. Зверь сильный. Ну, во-первых, у него 4 зверя, а не 6. Так что не особо сильный. Но у него есть выдра. То есть, если он будет играть через суммоны, то там будет очень много урона мне прилетать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Мне главное, чтобы Варлок на первой линии не умирал. И я очень надеюсь, что все-таки Огр будет накидывать куда надо свою способность. Пока что он не туда, куда надо, накидывает. Козел неблагодарный. Фу. Фу таким быть. Ну, это жесть. На самом деле у меня Эмберы очень много урона еще и вкидывает сверху. Сейчас даже не Варлок MVP, а Эмбер. Но Варлок свою лепту 100% носит, потому что там как минимум контроль. И на самом деле он мне сделал идеальную игру. Ну, лучше тяжело представить. Зверь опасный. Зверь может мне прям накидать за пазуху. Но надеемся, что я свою сборку смогу сделать. Я очень хочу вам показать горного вождя и полуорков через богов. На самом деле, если горного вождя грамотно собрать, если ему еще и Агоним выбить, и Кирасу выбить сверху, если что-то у горного вождя способность она бьет физическим уроном. Сейчас, секунду. Не бей. Жить. Хочу жить. Боже, как хочется жить. Жить. Вынесу или нет? Вынес, вынес. Отлично вынес. Шикарно вынес. Или нет? Не вынес. Нет, не вынес. Хорошо, что у меня есть хаотичный договор. Боже, я представляю его разочарование, когда он видит... А, вот это картинка. Просто представляю его разочарование. Да отвали со своей пивной пандой, дай мне что-нибудь получше. Друидов, кстати, если что, заранее собираю, потому что есть Леш и есть Хан, чтобы апнуть их по бырику, там, в 2-3 звезды и так далее. Сейчас, кстати, расстановку надо поменять немного. Вот так вот, еще ману плюс 50 берем. А, вот, кстати, чистый урон. Там написано, для дураков там написано прям в способности, что это чистый урон. Вот. То есть големы бьют чистым уроном, а выжигают магически. Или, короче, там все чистым, походу, уроном бьет. Походу, все чистым уроном бьет. Но на самом деле это круто. Големы и так очень много имеют. Да, големы точно. Големы бьют чистым уроном. То есть сам стан происходит. Короче, выжигание. Стан. Урон големов. Все это чистый урон. Кстати, в этот раз я его вынес. Но мне повезло с перевоплощением шаманов. У меня берсерк выпал. У меня собака выпал, который перевоплотился. Даже 2 собаки, судя по всему. Потому что 4 собаки. Хорош. Оп, солнечный шаман сюда пригодится. Солнечный шаман не пригодится. Почему? Потому... Все, забейте. Не, забейте, тут 5 есть. Сейчас, если все пойдет хорошо, то у меня будет 4 полуорка, 4 бога, аппарат и горный вождь. Либо же будет у меня 2 бога, и, соответственно, я там еще что-то поделаю. Короче, игра будет многообещающей, ребят. Это будет жестко. Ой-ой-ой, что мы сейчас будем творить, ребята. Не договорил. Короче, у Варлока на големах чистый урон. Как выжигание, так и урон с руки. Все, я вспомнил. Точно. Там и на способности было написано для дураков, но... Опустим этот момент, да? Вот там мортретка в Тинкера просто присосалась. Как же это вкусно. Сейчас вот этого молодого еще нагребну, у которого 8 винстрик. И вообще забей.
Я еще его открыл. Варлока сюда, эту вкусняшечку. Надо Рок Войны еще будет найти. Хотя, ладно, попробуем. Шапка, блинк. Может, рандом? Трудно. Ладно, рандомим. Все, понял. Лучше бы взял шапку. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Чего нет, того нет. Правильно? Правильно. Сейчас буду уже ролиться. Кстати, 25-й раунд. У меня огромный стол. Сейчас буду еще ролиться. И этот стол приумножу, надеюсь. Если Варлока еще и в 2 звезды соберу по быдрику, то вообще кайф будет. Не, ну големы это, конечно, вещь. Просто 3 голема. Маска бесполезная упала. Ой-ой-ой, хрень все это. Надо рандомить. Леший пришел. О, боже. О, боже, какой мужчина. Просто Леший. Под заказ. Под полуорков. Что может быть лучше, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне нереально в последнее время не нравится мой... Вот как мне идет. Всегда бы так, знаете, вот всегда бы так. Просто вот сажусь записывать, и мне сразу идет налегке. Без каких-либо вот этих вот заморочек. Ладно, агра продам уже. Мне так шамана хорошо идут. Яйцо. Я не хочу использовать это яйцо. Знаете почему? Потому что я хочу его использовать в горного вождя. Мало ли он мне будет с горем пополам идти. Ну, мало ли, серьезно. Береженого Бог бережет, поэтому я лучше оставлю это яйцо на потом. Варлок не может в скором времени прийти. Я, по крайней мере, на это надеюсь. У меня винстрик, у меня все хорошо, я могу потерпеть. Потерпим, потерпим. Винстрик сбили Свену. Морскую волшебницу взял, если что, не просто так. Я взял ее чисто из-за того, что есть... ну, есть вероятность, что появится тайт. А если появится тайт, то там забей. Немножко, кстати, себе полуорков поставил. На самом деле, мне очень нравится, как бафнули полуорков. Теперь, когда они пробегаются, в радиусе одной клетки происходит стан. Раньше, когда они только набегали, то есть не было радиуса одной клетки. Короче, сейчас по кайфу прям. 4 полуорка, мне кажется, хрень будет. Давайте попробуем. Хотя... Попробуем сейчас. Если хрень, то мы обратно все вернем. Если не хрень, то не вернем. Ого. Ого. Ну, убийца Горн заряжен. Но убийца Горн тащить не будет. Будет другой Кири какой-то тащить, но убийца Горн конкретно не будет тащить. Упс. Не, если он на самом деле с такими предметами соберет себе адекватного Кири, мне будет больно. Мне будет, ой, как больно. Как же мне солнечный шаман... Сюда, сюда, мой сладкий. Я бы хотел его и сейчас поставить, но мне шаманов надо будет разбирать. Но пока что 3 шамана мне прям хорошо помогают. Вообще, я сейчас дождусь 30-го раунда. Там была мастерская бума. Я с мастерской бумы предметы еще переделаю. Да, мастерская бума есть. Я в сомнение вошел только что на секунду, то, что там мастерской бумы нету. А оказывается, есть мастерская бума, все в порядке. Кстати, чел здесь необычно играет, но он играет через богиню войны вообще. Жестко. Он, кстати, меня вынес. Он меня вынес. Еще одно яйцо.
Все, апаем варлока. Если бы не было еще одного яйца, то я бы варлока не апал. Я бы ждал. Все, короче, шаманов можно разбирать. Ставим 4 бога. Какой же ты шалунишка. Какой же он шалунишка все-таки. Я только его... Ой-ой-ой. Но это закон подлости. Закон подлости в собственном соку. Я знал, что где-то будет подлива. Знал. Блин, у меня куча предметов, которые нужно уже переролить. Маг с аппаратом уже. Как же магу тяжело. Ой-ой-ой. Не, ну с големом в 2 звезды уже пожестче, потому что там... Ух ты, сюда иди. Так, а что мне делать? Вместо кого? Вместо эгиды особо не хочется. 5 полуорков у меня. Но вместо эгиды мне не хочется брать. Поэтому я, наверное, как-то так сделаю. Я, кстати, солнечного шамана продал. Красавчик. Красавчик я. Солнечного шамана продал. А он мне пригодится для горна. А я его продал. Ну ладно. Окей. Окей. Не, зверь огромный. Но меня больше смущает этот паренек с богиней войны. Если он соберет себе алхимика, то он алхимиком может меня, кстати, выносить. Хана там нашел маг. А можно мне? Я тоже хочу Хана. Пожалуйста. Я знаю, что мне много пришло, но я тоже хочу Хана. Делитесь. Сейчас Варлок по 2 голема выпускает, если что. То есть, вот очень хорошо апнули Варлока. Очень хорошо апнули. Вот прям по кайфу. О, сюда мастерская бума. Давай, огони, пожалуйста, мне. Хочу огоним. Хочу огоним. Я возьму шар бездны, потому что там есть маг. А магического сопротивления у меня не так много. Поэтому шар бездны берем. Мастерскую буму активируем. Ищем аганчик. Аганчик. Аганимчик. Пожалуйста, пожалуйста. Короче, ребята. Еще раз пройдусь, что поменяли в Варлоке, почему меня это так радует. Я, кстати, поставлю Горн. Вот еще один пришел. Опа, Леший, Леший в 3 звезды. Да что ж мне так хорошо идет. У меня вроде бы не день рождения сегодня, потому что день рождения уже был. Но все равно Квапа. Ну, Квапа мне не нужна. Дай мне горного вождя, пожалуйста. Пожалуйста. Одного, ну одного, пожалуйста, дай. Одного горного вождя, 2 не прошу. Одного, ну дай. Аппарат. Ладно, аппарат апаем через яйцо. Сейчас это будет очень жестко. Ультра жестко. Вот, кстати, зверь. Не, ну все, это уже все. Короче, пройдемся еще раз, что изменили в Варлоке, почему на него стоит теперь обращать внимание. Теперь, у него другая механика, Свен. Я открыл, деньги получил. Сейчас, давайте паролимся, потом поговорим. Пожалуйста. Ну не будь ты какашкой. Пожалуйста. Ну ты просто... Короче, ну и завесу активируем, пусть будет. Ему поменяли следующее. Теперь у него другая механика, как у него появляются големы. Теперь обязательно, чтобы сам Варлок выживал. Если Варлок умрет, после того, как коснется своего голема, вероятности того, что появится еще один голем, не будет. Увеличили длительность. Теперь 10 секунд на всех уровнях. И с апом уровня появляется 1, 2, 3 голема. Ну и, соответственно, радиус стана немного увеличивается. И это прям... На самом деле, мне очень нравится, как Варлока поменяли. Походу, минус зверь. Все, минус зверь. Прощай. Прощай. Ну вот, у него 2000 хп, 150 урона с руки, плюс магическое сопротивление. Да, я все правильно сказал. Все, покеда. На самом деле, я хочу еще один аганим. Аганим, либо Кирасу. Да что ж за закон подлости такой-то? Да дайте мне, пожалуйста, то, чего я хочу. Ладно.
Надо будет найти себе еще один огним. Ну, горный вождь на самом деле нормально так урона накидал. Я пока что, короче, как-то так поставлю. Мне горн некуда всунуть. Пока что мне некуда этот горн всунуть. О, нет. Нет. Ай, долбаный ты, Рики. Ой, какой ты долбаный, Рики. Он... Мартретка в 3 звезды. О, это печально. Мне надо будет фулл горн ставить здесь. Мне урона, видите, по ней вообще не хватает. Хорош. Удивил так удивил. Наверное, через Мамору достал. Я не видел, просто мартретку он запихивал. Ну, прикинь, так он ее быстро все равно нашел, эту Мамору. Хоть у него и хп мало осталось, но он ее быстро нашел. Жестко. Не спорю, это жестко. Сейчас поменяю немного расстановку. Но на самом деле, типа, я бы, наверное, лучше справился, если бы у меня не откис Варлок. Ничего. Во-первых, давайте сейчас паролим предметы. Кираса. Ну, Кираса надо брать. Я Кирасу беру, если что, не для Варлока. Я Кирасу беру для горного вождя. Потому что у горного вождя, мы напоминаем, бьет скилл физическим уроном. Ну, плюс это броня. Против убийц, на самом деле, это броня топовая. Во-первых, ты даешь плюс броню всем своим в радиусе, себе броню даешь еще сверху. То есть в горного вождя это все накидаю. Во-первых, горный вождь сам по себе имеет много брони. Будет по кайфу. Так, маг, здорово. Хороший у него Зевс. Ребят, кто хочет такого Зевса? Кто хочет себе такого Зевса? Плюсуем в чатик. Так, а убийца вылетел. Прикиньте, он богини войны не смог забрать. Не, ну там плотная богиня войны на самом-то деле. Я не удивлен, если честно. Вообще не удивлен. Сейчас посмотрим, что мне упадет с дракончика. На самом деле есть несколько предметов, которые мне бы хотелось, чтобы упало. Один из предметов на текущий момент это рефрешер. Потому что я хочу, чтобы у меня миллиард големов спамилось. Ух ты, там аппарат 2 звезды. А предметов здесь все. Ладно. Ладно. А где мой, кстати, хан? Где мой горный вождь и где мой хан? Мне нужен горный вождь в 2 звезды. На самом деле, вот этот горный вождь в 2 звезды, у него миллиард хп, миллиард брони. Его можно использовать как кусок огромного мяса. Не, ну, очень много контроля прилетает. Так. О. 2 предмета отличных. И рефрешер, и... Зевс. А, что делать-то? Я возьму рефрешер. Рефрешер возьму под големов. Ладно. Надеемся на то, что... Хотя зачем мне Зевс, если объективно так быть? Ну, Зевс на самом деле это сильный перс. Плюс под 6 богов, если что, зайдет. Короче, я еще думал, брать кольцо или нет. Потому что кольцо блочит 120 урона. Ребята, кто хочет такого Зевса себе в пати? Там трындец, а не Зевс, если честно. Ну... Ладно, проехали. Так, бам, големы, бам! А ну снесу. Ну, он блокирует, кстати, очень много урона. Вот этот вот щиток 3-го тира, на самом деле, очень много урона блокирует. Маг вылетел. А ничего он хилится так-то, на секундочку, от чернокнижников. А прикиньте, у него еще посох 3-го тира был бы. Если бы у него был посох 3-го тира, он бы нормально там урона нанес своими молниями. Молнии нереально много попрокали.
Ну шо, контент начинается, ребята. Контенту быть. Так. Тут 300. Ну да, я думаю, очень много урона будет. Сейчас мы посмотрим. Сюда, сюда. Рефрешер тебе оставляем. Я бы хотел бы еще, конечно, один агоним найти. Я бы в в аппарата запихнул бы его. Ну и тебе вот этот предмет просто так закину. Чтоб чисто урона добавить там по демонам чуть-чуть. Итак, смотрим. Момент истины. Тупанул немножко с предметом. Ё-моё, ты шо творишь? Вы поняли, что произошло? Только что. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не, это просто трындец. Миллиард контроля только что было. Он чисто наносил урон своими молниями. И все. А так миллиард контроля было. Короче, что только что произошло? Его богиня войны прыгнула с блинка, но так как у меня рок войны, горный вождь схватил ее во время блинка и просто начал бить его об пол. Кстати, перчатка на чистый урон, я думаю, тоже хороша будет. Но из-за того, что у меня есть кераса, я думаю, сейчас в этом никакого смысла нет. Давайте попробуем агоним найти. Ну, кстати, молнии тоже неплохо. Вот у него сейчас 2800 хп на секундочку. И миллиард брони сверху. Плюс у меня еще там шар бездны в нем. То есть меня эти молнии вообще не страшны. Я сейчас опять поставлю под его богиню войны. Смотрите, 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 сейчас будет. Оп, оп, оп. Смотрите. Просто бей ее об пол. Бей, 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 бей. Ой-ой-ой. Не, ну это было жестко, согласитесь. Это было очень жестко. Ай, красота. Эм. Ну, чуваку на втором месте максимальное уважение. Сыграл на ультра каком-то неизвестном билде. Вообще на ультра каком-то неизвестном билде. То есть, посмотрите, у него... Хотя ни, какой ультра неизвестно. 4 духа, 4 древних, 6 чернокнижников. Единственное, что 6 чернокнижников было бесполезно. Если он какого-то алхимика в будущем не планировал керить. Но если он в будущем планировал алхимика керить, то да-да, это будет не бесполезно. Но маг меня удивил. Маг это просто нечто. Типа, у него цепочка. Короче, у него много предметов на маг урон, но он закинул перчатку, и все это все в одну звезду. У него были герои, которые, ну, намного профитнее будут. И перчатку это надо было 100% ролить, потому что раз он играет через магов, то, соответственно, ему надо было бустить магический урон. А то, что он закинул перчатку, это никак, ну, не повлияло на его урон. Наоборот, его меньше стало из-за того, что он на магах играет. Ну, короче, вот такая вот катка получилась. Мне понравилось. Слишком все хорошо пошло. Ну, мне с первых, ну, как почти, ну, с 10-го раунда, давайте так говорить, мне игра прям пошла как по маслу. Еще и винстрик сохранил до 30-го раунда плюс. М, Очень круто было. Ну, типа, очень фаново произошло. Я давно хотел записать такую сборку, но я хотел немного иначе записать ее. То есть я планировал как? 4 полуорка, 2-4 бога и 4 горна сверху. Что мы имеем? Мы имеем горн агр, мы имеем горн, который станет после способности, и мы имеем горн на обезруш. Все это приправляется аппаратом, и в аппарата закинуть еще и посох третьего тира с аганимом. То есть сам горный вождь будет с аганимом, с кирасой, и он будет топол бить вечность. Там у него КД, если что, нет. И он будет просто вечность бить тебе пол. В радиусе очень много урона. Ну и под кирасой, соответственно, это еще больше урона. Не было бы террасы не страшно, просто там было бы тонна урона. И все это триггерит духа пятерку. И область стана, если что, огромнейшая. В общем, ребят, игра по кайфу. Вот серьезно, по кайфу. Давно таких игр не было. Давно. Но Варлока мне очень нравится, как бафнули. И плюс плотнее сделали еще горного вождя. То есть горного вождя сейчас прям, ну, хочется иногда брать. Короче, не бесполезный герой стал. Ну, в принципе, добавить по игре-то мне и нечего. Это слишком какая-то кайфовая игра, чисто фановая.
В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комменты. Не забудьте поставить свой лайк обязательно. Подписаться, кто не подписан. На мой телеграм тоже подписываемся. Ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.